Здравствуйте, мои дорогие. Вы готовы к такому серьезному раскладу, который сейчас будет? Мы любим смотреть на этот мир другими глазами. Возможно, это в этом и есть истина. Давайте посмотрим, что хотят сказать нам по этому поводу. Какая истина вот существует, есть? В чем истина? Сейчас раскачаемся, мои дорогие. Сейчас оно не всегда вот так сразу бабах-тарах-бабах. Или нужно сейчас сесть помолчать, да, и не разговаривать. Вот, но вы тогда просто выключите и уйдете из этого видео. Поэтому будем сейчас, вот по ходу действия, сейчас разбираться, по сути, ловить вот тот поток, да, который нам сейчас все расскажет. Этот мир хочет избавиться от ненужных энергий. Это энергии войны. Этот мир достаточно умело это делает. Сейчас идет вот, знаете как, тем людям, которые, давайте так, не просто от войны, а даже от ненужных, да, вот от ненужных энергий, от ненужных личностей. Кто эти личности? Мы сейчас разберемся. Ну вот давайте так, вот Вселенная, да, вот называть какую-то силу, да, которая все это организовывает. Это не какая-то особая внешняя сила, она идет внутри нас, да, то есть это все, что есть мы здесь, на этой планете. Это не что-то извне, которое действует на каждого человека, пришел какой-то дядька и давай рулить здесь. Нет, это есть мы. То есть вот это вот внутренняя наша сила, в комплексе все люди, даже те, которые являются вот той нечистью, да, они сами себя тогда изгоняют. Потому что идет вот такой процесс, как будто бы приманку этим людям дают, они начинают ловить эту приманку, и их таким образом вычисляют. Что это за приманка? Да, это та приманка испокон веков известная, например, дьявол искушает человека сделать какое-то зло, и он делает. Да? Дьявол искушает там, совершить человека какой-то подлости, он делает. Ну и так далее, и так далее. Да? Вот искусил дьявол, проверили, обозначили, поставили на этом человеке какую-то позначку, и с этой позначкой он ходит. Это не та позначка, которой отмечены светлые люди, абсолютно не та. Это другая позначка. Что-то сотворил. И не то, что вот потом раскаялся, нет. Вот это, кстати, засчитывается. Раскаяние чистосердечное, прям очень. Оно, конечно, засчитывается, человек сразу выбеляется, но перед Богом. А по сути, что такое Бог? Это весь мир наш, мы. Вот оно. Вот тогда человек может отбелиться. В общем так, ставят отметку на этих людях и говорят, что вот этот на исключение. Как деревья, знаете, помечают особым знаком, который хотят срубить. Тут на дне колоды просто солнце идет. Ну, идет такое построение солнечного мира. Не в удел остаются те, которые там остаются. Вот так говорится. Там. Что это значит? Что это нам такое рассказ? Давайте дальше идти, эту нашу историю развивать. Ага. Ну, тут по-простому все, да, рассказали. Вот говорят, что стучаться в сердца людей, стучаться. Они не слышат, а потом приходит справедливость. Стучаться разными методами, словами. Вот я вещаю, там люди другие вещают что-то, рассказывают в уши, пытаются заложить что-то. И, по сути, не они-то сами, это как-то идет через космос. Либо, что значит через космос? Вот космос ловит, наверное, скорее всего, там какой-то спутник, да, который дает сигнал, но это идет из сердец доброты, да, из сердец людей, которые здесь в мире. Вот я так это вижу и так это чувствую. Стучаться в сердца абсолютно каждого человека, который не слышит, заперта дверь,
каждый там на своей волне, и вот те, которые не услышали, да, они получают это возмездие. Но стучаться к каждому буквально. Каким-либо образом. Через экран телефона, компьютера. Донести какой-то свет, правду. И человек не слышит. Также я здесь вижу, что светлые люди, светлые силы, они сейчас отдыхают перед каким-то боем. Потом свершится правосудие. Что у нас тут еще? Есть те, которые боятся потерять то, что нажили здесь, нажили какое-то место свое. А ведь это не их, абсолютно не их ресурс, абсолютно не их место, абсолютно не их земля. Они здесь временные вообще-то. Кто они такие? Они вот как недавно пришли и там поселились. И им больно теперь оттуда уходить. А выбирать дорожку придется. Хорошо, что здесь вот более глобально? Поведите нас туда, в эту. Здесь, ну, пока проверяют, да, то есть сейчас этап, когда не совсем-то и зачистка идет, как говорят, а вот как проверяют людей, насколько они живые. Насколько они могут противостоять злу, и как они вообще с этим справляются. А внутри себя, да, и также многие чувствуют это и пытаются спастись рядышком с теми, кто светил, да, кто силен, давайте так, вот тот, кто силен. Они еще не знают, светил или нет, но они как-то чувствуют силу. А вот эти люди, они собирают вокруг себя много-много людей, да, вот такое вот общество. Давайте сюда посмотрим, что там за люди. Люди силы, да, люди силы, которые борются против зла. Окей, ну что ж, вот такие большие сообщества, они, конечно, и победят, люди силы. Потому что тут есть кто-то проигравший. Вот те проигравшие, они пытаются выжить. Хорошо, те, которые вот так вот подсаживаются, будто бы они что? Они присматриваются. Это, знаете, какие-то как люди, не люди, боты, не боты, что-то среднее. Они не могут определиться в этой вселенной вообще, кто они такие. Очень потерянные личности. И они как ищут, но я не вижу в них страсти. Это просто присматриваются. Потому что страсть больше вот в сердцах тех, кто живой, кто является живым, но как-то немножко потерялся, да, в этом мире. И вот там страсть найти будто бы себя. А здесь вот какой-то присматривается, да, боится вылезти из своей норки. И вот вылазит только тогда, когда есть сила какая-то, да, сила, они чувствуют, слышат, видят и идут к этой силе. Но это светлая сила, это очень классно, когда даже такие боты идут на эту силу. Этот мир такой, с одной стороны, такой, как мы видим, а с другой стороны, есть много разных лиц у этого мира. А здесь вот говорят об истории, о иллюзорной истории, которая творится в этом мире, да? То есть кто-то пишет историю. История самая смешная наука, на мой взгляд, да, потому что вот напишут историю, да, прочитают и потом верят, но мы ведь точно не знаем, что правда. Это нужно сверять, наверное, несколько источников. С другой стороны, это очень интересная наука, если бы там было все правдой. Потому что на истории, если она правдивая, мы можем научиться и создавать наше будущее. Но здесь говорят о злой истории.
вот, которая насаживается, да, о том, что это есть неправда. Вот есть в этом мире некая часть, да, где абсолютно лживая история. В этом мире есть такая территория, где лживая история. Но произойдет смывка, да, изменения. Ну вот им так удобно, понимаете как? Оно уже засело глубоко в их умы. В итоге это прорвется. Грядут великие изменения. Вот как раз с этой территории, видимо, и начнется. Но опять же, да, с этой начнется зачистка. Люди будут бедные. Бедные, вот именно бедные. И очень-очень богатые. Вот одни бедные и очень-очень богатые, которым просто нет дела до тех бедных. Просветленные личности я вижу там, да, а что есть они? У них какой-то шум в голове, да, который ну вот этот шум появился и закрывает вот правду какую-то. Очень сложно познать правду в каком-то шуме. Но вот есть все-таки личности, которые будто бы понимают и знают. Но они сразу же под большим прицелом находятся. Они уходят, покидают. Это какие-то единицы, прям очень мало их, очень мало их. Сейчас. Они идут как будто бы создавать... Вот давайте так, не создавать, а как в какой-то новый мир, да? В какой-то новый мир. Ладно, это не так интересно. Что еще такое глобальное? Что еще такое глобальное? Нам бы знать. Вот она, королева. Матрица, которая всем... Ну, я так говорю, образно, конечно, это же не какая-то сетка. Хотя кто знает, может, это энергетически как сетка выглядит, мы не знаем. Подарила всем какое-то счастье эта матрица. Видите как? И что? Счастье называется любовь. Счастье называется новорождение. Это когда вы чувствуете себя вот как будто бы вот нет прошлого. Вы сам вот взрослый человек, и есть какая-то стабильность. Ну-ка, о чем здесь? Что вы хотите сказать? Мгм. Этой земле дается шанс. Приносится кто-то в жертву. Этой земле дается огромный шанс, опять приносится кто-то в жертву. Или же как? Или это то же самое получается? Тот же самый. Да, тот же самый. Это про Иисуса Христа, что ли? И что? Вот хорошо, когда-то это было принесено в жертву на века, да, то есть навсегда эта жертва сохранена для того, чтобы спасти землю. Вот сейчас с нами как раз и хотят об этом поговорить, выводят на разговор. Люди, слушайте, говорят. И что нужно услышать? В будущем есть какая-то женщина, которая прекратит вот это все, вот эти распри, и сможет э, прославиться. Слушайте все, говорят нам. Слушайте все.
материального как такового, оно не будет цениться. Не будет цениться. То сейчас, да, вот мы слышим голос Вселенной где-то из большого будущего, я так понимаю. Материальное не будет цениться, его просто не будет видно. Будет цениться сердце, любовь, красота души. Материально будет разрушено. И те, кто в материальном погрязнет, они будут как в клетке. Те же, которые освободятся от этого, могут смело идти дальше. Прорыв. Ну, здесь не только про материальное, здесь какая-то, знаете, как будто бы что-то грузное, что-то, что держит вас. Но, ну, не вас, а я вообще говорю, да, человека, который погряз там в чем-то. Вот. Тут идет прорыв на головы виновных. Смотрите, на головы виновных падает правосудие. Тут вообще Божья кара падает на голову виновных. Кто они виновные? Что это такое идет? Кто они виновные? Это какие-то, знаете, как? Вот они бегут за светлыми людьми. А кто такие виновные? Подождите, не поняла, кто такие виновные? Да любой виновный, вот так вот. Любой, кто виноват. Которые опрометчиво действовали, которые приводили к потерям, которые действовали халатно. Так, кто такие виновные? Ну, по сути своей, манипуляторы и люди, которые приносили других в жертву. В общем так, тут говорят про конкретных манипуляторов, кукловодов. Они будут наказаны. Трудно, говорят, трудно женщине пробиться, но какая-то женщина сделает свое дело. Вот так вот. Возможно, это какая-то организация женская, да. Мы ведь тоже тут много женщин у нас на канале. У каждого таролога, да, на канале в основном женщина. По сути, женская энергетика, она очень мощная. Я говорю сейчас, возможно, это политик какая-то женщина. Вот мне сначала такая идея пришла в голову. Дьявол играется с сердцами тех, кто не слышит его, мои дорогие.